Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. С приходом дождливой погоды, а также когда дневная жара сменяется ночной прохладой, заявляет о себе фитофтора. Буквально за несколько дней она может поразить все посленовые культуры. При температуре ниже плюс 10 и выше плюс 30 градусов Цельсия заболевание практически не развивается. При виде на своих томатах фитофтороза у огородников опускаются руки, ведь эта болезнь может полностью лишить урожая. Чтобы не допустить полной потери урожая, разберем профилактические обработки растений и способы борьбы с этим коварным заболеванием. Возбудителем фитофтороза является грибоподобный паразит аомицет. Это что-то среднее между бактериями и грибами. У него очень сложный биологический цикл развития и невероятная способность к образованию вирулентных рас. Инфекция передается от растения к растению каплями воды и при контакте здоровых частей с пораженными. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую засыхают. Появляются бурые фитофторозные пятна и на плодах. Фитофтороз – это не гриб, но как и грибок, развивает мицелий. У аомицета есть подвижные зооспоры, но нет хитина в клетке, а биосинтез лизина происходит точно так же, как у растений, а не как у грибов. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить, и к фитофторозу это относится в первую очередь. Чтобы побороть фитофтору, нужен комплексный подход. Если принять все меры, то проблем с этой напастью можно избежать. Во-первых, высаживать рассаду нужно на таком расстоянии, чтобы кусты хорошо освещались солнцем и проветривались. Чем гуще посадки, тем выше влажность и больше вероятность поражения фитофторозом. Во-вторых, растениям нужно сбалансированное своевременное питание для хорошего роста и развития. Не обязательно для этого использовать минеральные составы. Для получения хорошего урожая можно использовать и натуральные органические подкормки. В-третьих, для томатов нужен качественный полив. Без полива подкормки растениями не усваиваются. Идеальным поливом для томатных грядок будет установка системы капельного полива. Тогда вода поступает в землю прямо к корням и не попадает на листья. С каплями дождя заболевание попадает на нижние листья, с которых расходится по всему растению. Поэтому обрезаем постепенно нижние листья и следим за тем, чтобы верхний слой почвы был сухим. Если грунт слегка пересушен, грибок не сможет пробиться к растениям. Заболеют растения и при дефиците света и тепла. Недостаток углекислого газа затормозит фотосинтез, избыток азота приводит к уменьшению гумуса и последующему дефициту серы. Серу в почву надо вносить самой первой, чтобы она активизировала работу всех остальных элементов. Лучше всего это делать весной. Достаточно внести в грунт 100-200 грамм коллоидной серы на 1 сотку. К тому же сера, превращаясь в серную кислоту, выжигает споры, в том числе и споры фитофтороза. При лечении фитофторы биопрепараты менее эффективны, чем химические фунгициды, но тем не менее они не позволяют спорам фитофторы распространяться на поверхности. Для профилактики фитофтороза биопрепараты подходят идеально. Для профилактики рекомендуется проводить обработки с помощью биопрепаратов на основе сенной палочки и триходермы. Фитоспорин, триходермин, трихоцин, гликладин, аллерин-Б, гомоир и другие. Разводим биопрепараты по инструкции и опрыскиваем снизу до верха растения, не забывая увлажнить слой мульчи. При опрыскивании томатов биопрепаратами для улучшения эффективности в раствор можно добавить чайную ложку железного купороса и 50 мл зеленого или жидкого мыла на 10 литров воды. Обработка биопрепаратами с триходермой весьма эффективна при появлении первых признаков болезни. При благоприятных условиях она полностью уничтожает очаги заболевания на томатах. При проливных дождях биопрепарат приостанавливает развитие заболевания, хотя и не уничтожает фитофтору полностью. Также фитофтороз можно уничтожить медь содержащими препаратами. Медный купорос – самое используемое средство против фитофторы. Чтобы приготовить раствор для обработки томатов от фитофторы, нужно растворить столовую ложку порошка в 10 литрах воды и добавить 50 мл хозяйственного или жидкого мыла для прилипания. Споры фитофторы, контактируя с обработанной поверхностью, поглощают медь, которая блокирует деление клеток и их прорастание. Одновременно на поверхности растения, куда попал препарат, образуется защитный слой и болезнь затухает. Если пятна появились на плодах, применяем химические фунгициды. Обрабатываем кусты такими препаратами, как хорус, скор, топаз, квадрис. Для улучшения иммунитета кустов томата обрабатывайте растения пином, цирконом и им подобными препаратами. Это улучшит сопротивляемость растений к заболеваниям. При своевременных подкормках, правильном поливе, соблюдении агротехники севооборота посленовых, а также профилактических мер, фитофтора пройдет мимо.
Я надеюсь, информация была полезна. Подписывайтесь на канал. На канале много полезной информации. Ставьте лайки, заглядывайте еще. Всем удачи, хорошего урожая. Увидимся.